Где ролик про XM, где нудятина, когда ролик. Оно вам вот чё прям реально надо было. Здравствуйте, господа и дамы, добро пожаловать в наш уютненький трудом. На мое удивление, действительно многим из вас было интересно услышать мое мнение про XM4, и начав готовить этот ролик, я понял почему. Видите ли, в чем дело? Если вдруг вы к этому моменту времени еще не играли с этой новой штурмовкой, но решите ее взять и попробовать, то вы удивитесь, потому что... в смысле? А в чем прикол? А прикол в том, что в ней нет ничего особенного. Вот прям совсем. Это просто еще одна штурмовка по типу Грау, по типу Тайпа, которая с ними обоими максимально близка по игре, но ни разу не близка по ощущениям от этой игры. Объясню свой игровой опыт, как я обычно начинаю изучать новые пушки. Я ставлю один обязательный модуль в магазин, потому что у Ведьмака это святое, и иду проверять, что там вообще у этой пушки, в чем сильные стороны, в чем слабые, что тут надо дополнять по модулям. И вот эта катка, она техническая, не обращайте особого внимания. Но господи, как же я горел и какое ж это дерьмище без модулей. Во-первых, меня дико напрягает ситуация с мушкой. Она в статике более-менее сносная, но в зажиме это полная фиаско. Визуалка тут такая, что за голову хватаешься. С этим просто нельзя играть. И даже за всем этим визуалом еще непонятно, чего ей не хватает. То ли кучности, то ли в целом фикса отдачи, то ли и того, и другого. В общем, ощущения такие, что вроде бы ты стреляешь по врагу, а оно там полетело как по кайфу. Я при этом более-менее могу контролировать отдачу. Не в точку, но на большинстве прочих пушек у меня нету с этим проблем. Но тут, честно признаюсь, я не вывез. С этим играть невозможно. Во-вторых, порой ты вроде бы зажимаешь, попадаешь, а враг все равно, собака, не дохнет. Да как так-то? Я точно знаю, что чего угодно бы из вот этого ролика я бы не стрелял, я бы уже точно его забрал. Какого хрена? У меня помощи за этот матч насыпало какое-то невообразимое количество. Постоянно я пока кого-то там достреливаю, мне уже успевают помочь тиммейты. Эта хрень реально забирает долго, за 5 попаданий. Знаете ли вы, что еще за 5 попаданий забирает на аналогичной дистанции? БП-50 и М13, пушки у которых скорострельность прям принципиально другая и которые контролятся на порядок лучше. В общем, я просто обплевался, кое-когда играл эту катку, и первое желание было просто откинуть этот ган, взять нормальный, петушиный, православный Грау и пойти с кайфом играть с ним дальше. Однако, будем разбираться. Я сразу же начал фиксить то, что мне не понравилось, и первое желание было накинуть сюда хоть что-то на кучность стрельбы, потому что даже несмотря на, казалось бы, более-менее приемлемые цифры, даже можно сказать неплохие, по факту значения тут как будто бы в 2 раза выше, и хочется сюда ну хоть что-то накинуть на это дело. Но знаете что? Это, по-моему, первая штурмовка в игре, на которую нету модулей на кучность стрельбы. Замечательно, поразительно, гениально. Activision, вы чё? Там. Это как вообще? Я здесь даже на лазер был согласен. И они тут, кстати, есть. Но оба на бедро. Охренеть, спасибо большое. Я просто не перестаю удивляться. Друзья мои, если вам нужно что угодно касательно мира Call of Duty Mobile, то обращайтесь в Safe Store. Да и не только код Mobile, для PUBG, Warzone и всех других мобильных проектов здесь собраны лучшие предложения. Для наших РФ пацанов здесь есть боевые пропуска, месячные и недельные снабжения, а для тех, у кого магазины открыты, доступно пополнение по самым лучшим ценам. Сотни реальных отзывов и тысячи довольных клиентов тому прямое подтверждение. Все это Safe Store. Переходите по ссылкам в описании и покупайте только у самого проверенного и надежного продавца. Окей, ладно, тогда фиксим другую проблему. Проблему ТТК в 5 пуль, и на удивление, но хотя бы с ней все довольно-таки легко решается вот этим стволом. Глушитель, это понятно, коллиматор тут тоже просто необходимость, и по сути сборка уже готова. 5-й модуль, как вы видите, это чисто рукоятка на фикс отдачи, потому что за стволом она становится еще хуже и без нее реально туговато. И что мы получаем по итогу? А по итогу у нас получается еще одна средняя штурмовка, которая не супер быстрая, которая не трещотящая, а самая вот дефолтная ШВ для забора в 4 пули. И кто смотрел мой недавний ролик, те знают, что в данном разделе я всецело отдаю дань уважения Грау и Тип 19. И как бы они ж никуда не делись, они по-прежнему есть. Но теперь у нас есть еще одно то же самое, но просто на кропаль отличающееся.
и все. Ну то есть здесь нет какой-то киллер фичи, из-за которой могу сказать, что пацаны, надо брать пушка огонь, имба всех имб. Нет, ну оно просто нормальное в сборке, безусловно, но не лучше того, что уже у нас было. А даже если так глянуть по цифрам, то мы получаем, что при сравнении с тайпом у XM4 лучше первый отрезок урона на 5 метров, но он может быть хоть на 30 метров лучше. Прикол-то в том, что вне зависимости первый или второй отрезок урона забирает что XM4, что Тип 19 за 4 попадания. Они не начнут трешотить в упоре. А если смотреть по общей дистанции, где они за эти 4 пули забирают, то Тип 19 делает это дальше. И плевать, какой там первый отрезок урона, если он ни на что не влияет. Важнее общая цифра, а в ней у XM4 дела хуже. При этом у них идентичный темп стрельбы, у них почти одинаковые коэффициенты в тело, у них одинаковый урон на первых двух отрезках, они просто неотличимы в этих цифрах, но при этом всем тайп подвижнее, и подвижнее прям на порядок. Скорость перемещения 4.37 против 4.93, бег 6.07 и 6.41, стрейф 2.49 и 3.67, это огромная разница. Задержка перехода от бега к стрельбе у типа быстрее, скоп быстрее, патронов буквально на парочку, но тоже больше. И вопрос, по какой причине я должен выбрать XM4, когда вот он лежит себе, играй не хочу, и он даже лучше? Зачем тогда нужна XM? Вы не поймите сейчас, пожалуйста, меня неправильно. Я не говорю, что это не играбельное Г. Нет. В сборке оно более чем нормальное. Сборка реально исправляет все недостатки, за исключением кучности. Но кучность на самом деле тоже приемлемая. Просто этот ган в целом не может предложить чего-то лучшего по соотношению с тем, что уже у нас было. Вот в чем моя претензия. Я реально не понимаю, зачем было в нишу, в которой уже с трудом помещались до этого два гана, впихивать еще и третий, и которую заведомо хуже. Потому что ты поди попробуй мушку Грау переплюнуть. Нахрен мне вот это вот, когда уже есть более чем достойные аналоги. Ну, видимо, какой-то прикол все же есть, потому что что нам было выкачано сегодня? Правильно, новый мифик. Прежде всего, я бы хотел выразить огромную благодарность моему подписчику Никите, который предоставил мне возможность крутануть на его аккаунте рулетку. Так что, если встретите в игре вот такой вот ник, то не забудьте ему лайк поставить. Ну и вот, собственно, оно самое. Я, безусловно, понимаю, что о вкусах не спорят, что каждому свое и вот это вот все. Но какое ж говнище невыразительное этот мифический XM4. Знаете, если реально вот такие мифики пойдут и дальше, то я могу с уверенностью сказать, что бесплатный мифик 117 это прям нормальная тема, потому что смотрите прикол. Между вот этим и вот этим лежит 5 уровней прокачки и порядка 2000 мифических карт. Стоимость примерную прикиньте сами. И зачем нужно вот это качать? Чтобы что? Чтобы эффектов побольше появилось? Вы серьезно? Этот мифик стоит качать только в том случае, если вы коллекционируете их прокачанными, или если вы хотите понтоваться и раздавать их перед началом матча. Но если вы в трезвом уме, то оно вам тогда такое зачем? Да и в целом, знаете, я вот до этого про миф БПшку говорил, что она какая-то, ну, просто мифическая, нормальная, и она не шедевр, нет ни какой-то крутой проработки, как было с МГ-42. В случае же с новой М-кой, ну вот реально, если у них и был какой-то ресурс, то один. Они могли бы пустить его на то, чтобы сделать один хороший мифик, или сделать два, но таких проходных. И вот, видимо, ресурсов на два полноценных мифика у них не хватило. Сделали просто как-то, и получили мы и XM4, и 117. И я реально не понимаю, как вот за это вот можно просить столько же денег, как и вот за это вот. Или вот это вот. Это все в той же тематике, блин, китайской сделано. Почему вот это вот сделано, а вот это я вот сделал? Я в ахере, честно. Извините за прямоту, но вы выпустили пушку, которая ничем не лучше остальных, и выпустили на нее мифик, который ничем не лучше остальных. И еще перед ее выходом по той же двойной акции запилили возврат тайпа. И кто у вас в трезвом уме сейчас это купит, кроме коллекционеров? Но только тот, кому очень понравится эта внешка, и я не сомневаюсь, что такие люди найдутся, и я ни в коем случае не осуждаю. Нравится, нет проблем. Но если вдруг вот так вот случилось, что вы весь, сука, год копили со школьных обедов, ждали новой имбовой штурмовки, ждали, чтобы на нее вышел самый новый, самый модный мифик,
пожалуйста, не тратьте на это свои деньги, потратьте их каким угодно другим способом в рамках законодательства Российской Федерации, но не сливайте их на эту фигню. Не надо покупать вот это вот своим первым мификом, особенно на последние деньги. 5-м, 10-м это уже там ладно, вы там и сами уже все понимаете, но первым я бы не покупал. А по игре, ну, что вы хотели? Конечно же, с него летит совсем по-другому по ощущениям. Конечно же, здесь не так ощущается отдача. Тут нет ощущения нехватки кучности. Тут вместо коллиматора можно спокойно воткнуть какой-нибудь еще другой модуль. В общем, все как всегда. В мифическом исполнении все недостатки, которые есть в стоковом, выравниваются. Но при этом получается еще забавнее, что у нас есть все ранее мной озвученное и в таких же мифических исполнениях. И есть вот это вот. И вы вот серьезно, вы захотите с этим играть? Я очень сильно сомневаюсь. У тех, у кого есть тайп, на эту XM его вряд ли променяют. Тем не менее, разумеется, популярность с выходом мифика возрастет. В лобби их станет какое-то заметное количество, свой процент игроков, бегавших ранее с тем, что я перечислил, оно на себя перетянет. И понятное дело, что разрабы, скорее всего, фиксанут тут визуалку, вероятнее всего могут даже накинуть какой-то баф через месяцок, могут автоимчиком-то чуть побаловаться, в теневых настройках что-нибудь крутануть. В общем, они сделают так, чтобы этот ган выделился. Но на данный момент причин, чтобы на full тайм вот с этим вот играть, я не вижу. Не было бы ничего другого, вопросов нет, но оно ж у нас есть. Поэтому, господа и дамы, этот мифик в моих глазах это просто разочарование года. Потому что и сам мифик проходной, и пушка абсолютно не вызывающая эмоций. Вот что есть, что нет, плевать. Надо было не париться и делать нормальный мифик на нормальную православную М4. И вот тогда было бы все хорошо. И, кстати говоря, насчет КБ я тоже уверен, что это не будет новым 117-м. Это будет просто еще одна ШВ, лежащая на полу. Советую с ней играть? Сами решайте. Я не буду. Мне вполне хватает того, что уже у нас было. Ну а вот теперь же давайте прольем свет на то, что такое это XM4 и в чем разница-то с обычной М-кой. Чтобы не повторяться со всей этой оружейной нудятиной, я отошлю вас вот к этому недавнему ролику, где мы вот только-только историю создания М4 разбирали. Здесь не будем повторяться. Поговорим об отличиях. Во-первых, та М4, которая до этого момента у нас была в игре, это не совсем М4. Вот так выглядит армейская М4, а вот так ее гражданская версия карабин АР-15. XM4 это немного отдельная песня. Во время Вьетнама применялась новая на тот момент М16, но М16 это довольно большая штука, которая для общевойсковых операций ок, но для спецов и экипажа боевых машин она не совсем ок. Таким специалистам нужно что-то более компактное, и этим более компактным был карабин Colt 609. Это короткая, легкая версия М16. После Вьетнама потребность в чем-то подобном не отпала, и на смену модели 609 пришла модель 723. Кстати, она получила наименование «Команда», ибо была создана как раз таки для бойцов спецподразделений. И вот она, судя по всему, и была добавлена нам в игру под названием XM4. Так в чем же разница вот с этой обычной М-кой? По сути, разница-то лишь в том, что изначально 723 Кольт создался как уменьшенная версия М16А2. У нее даже индекса своего не было, у нее на ствольной коробке было такое же обозначение М16, только использовалась она для тех задач, о которых я говорил ранее. Особенно широко она применялась бойцами Дельты. А потом, когда чуть времечко прошло, из нее создали ту самую армейскую версию, которую мы и знаем как М4. То есть XM4 это ранняя вариация обычной М-ки, так что это плюс-минус одно и то же, пускай и слегка в разной обертке, но сути это не меняет, фундаментально это одно семейство. Для аналогии с чем-то более привычным это как АК-74 и АК-101. Разница есть, но она настолько в мелочах, что вы этого не заметите. Вот с М-ками примерно та же самая история. Так что в ряду FAR 556 и FFAR, ЛК-24 и Холгер у нас теперь есть пополнение. Одно и то же у нас представлено в игре двумя разными способами. Вот как-то вот так. На этом на сегодня все. Огромное спасибо вам за просмотр. Отдельный респект пацанам с Бусти и Генджи за спонсорку на ютубе. Не забывайте о лайках и подписке на канал. Ну а это был Командос. Пока.